Все началось 2 месяца назад, когда мы захотели сделать что-то необычное к 5 миллионам подписчиков. Это должен был быть запуск частички нашего канала в ближний космос, и мы даже не догадывались, что нас ждет впереди. За 2 недели до запуска мы начали подготовку. Аппарат представлял из себя огромный шар, наполненный гелием, парашют для мягкого спуска на землю и гондола, которая несла в себе камеры и оборудование. Парашют мы сделали из плотной ткани, а стропы из крепкой веревки. Чтобы они не запутывались, была сделана платформа для их крепления. Дальше приступили к изготовлению гондолы из пенопласта. Тщательно измеряли и несколько раз уменьшали ее размеры, чтобы добиться минимального веса. Каждый элемент должен иметь четкое место и не болтаться в коробке во время полета. И так как полет обещал быть многочасовой, то мы позаботились об дополнительном питании для оборудования и хорошенько утеплили его. Главный инженер очень хотел спать, но внимательно следил за качеством сборки. Мы перевезли все на стартовую площадку, проверили парашют, достали шар и, с трудом открыв баллон, начали наполнять его газом. Он оказался очень большой, а на высоте из-за низкого давления он станет в разы больше. К зонду мы прикрепили фигурку названия канала и куки, а также термометр, который будет показывать температуру за бортом. Дальше мы поместили внутрь аппаратуру, запечатали контейнер, прикрепили шар, и все было готово к запуску. Осталось отпустить его и ждать, пока трекер передаст координаты места посадки. Только после его нахождения мы могли бы посмотреть запись с видеокамер. Спустя 3 часа ожиданий мы получили сообщение о том, что он упал в почти 300 километрах пути от нас при горизонтальной скорости в 123 км в час. Уже темнело, и мы выдвинулись на поиски. Из-за плохой дороги мы провели в пути почти всю ночь и приближались к точке падения лишь к 4 часам утра. Это оказалось большое поле, и если бы мы не успели, то вполне вероятно, утром какой-то комбайнер нашел бы зонд вместо нас. Это незабываемое ощущение, когда находишь предмет, который пролетел сотни километров и нашелся. Мы быстро покинули поле, пока не пришел сторож, и поехали на ближайшую заправку, чтобы посмотреть на запись полета. Но, к сожалению, нас ждало разочарование. Так как мы слишком сильно утеплили главную камеру, она выключилась от перегрева практически сразу после старта. Материал только с запасной камеры нас не устраивал, ведь мы хотели сделать для вас действительно качественное видео. Поэтому, несмотря на бессонную ночь и моральный упадок, мы поехали обратно с целью сделать повторный запуск в тот же день. К вечеру мы подготовились, надули еще один шар и запустили его примерно в то же время. Но даже через 5 часов сигнала от него так и не поступило. Мы думали, что зонд упал вне зоны покрытия сети и не мог отправить нам свои координаты. Мы думали, что все потеряно. Но все только начиналось. В 5 часов утра зонд смог отправить свои координаты, и мы были шокированы, когда увидели, что он лежит на территории Польши возле огромного озера. Похоже, он летел целую ночь, так как в момент передачи координат температура на борту была минус 17 градусов. У нас не оставалось выбора, как начинать оформлять польскую визу, чтобы забрать зонд самостоятельно. Это заняло почти 2 месяца томительного ожидания, без гарантии, что до нас его никто не найдет. Но мы дождались, получили визу и сразу же погнали навстречу приключениям. По прибытию на границу нас ждала огромная очередь, которую мы проходили 5 часов, после чего нас впустили на территорию Польши. Эта страна радикально отличается от нашей: чистые обочины, приветливые люди, хорошие дороги даже в самых глухих местах. Через несколько часов мы приблизились к цели. Перед нами было большое болото возле огромного озера, а наш зонд должен был быть где-то внутри него. И мы пошли. Это было непросто, болото становилось все глубже, а ноги засасывало все сильнее. Некоторые места приходилось даже переплывать. Мы старались не думать, какая живность могла ползать у нас под ногами, а просто шли вперед, ведь никто не сделает это вместо нас. И в один момент заметили коробочку, плавающую над водой. Это был наш зонд. Целых 2 месяца он лежал тут и ждал, пока его заберут. Радости не было предела, мы так долго шли к этому, проехали сотни километров, потратили много сил, времени и денег, и все ради того, чтобы воплотить задуманное и сейчас показать вам.
Мы возвращаемся назад во времени к моменту запуска. Именно так все выглядело глазами зонда и фигурки Куки. Шар стремительно набирал высоту и отдалялся от нас. Вскоре он вовсе исчез с поля зрения. Как вы можете заметить, с набором высоты температура воздуха постепенно понижается. Сейчас мы приближаемся и входим в облака. Кажется, что мы поднимаемся строго вверх, но на самом деле зонд может двигаться вместе с тучами и пролетать километр за несколько секунд. Температура значительно понизилась и преодолевает нулевую отметку. Сейчас минус 32 градуса за бортом. Из-за отсутствия кислорода человек на такой высоте не может существовать и потеряет сознание в течение нескольких секунд. После пересечения отметки в 40 градусов наш китайский термометр дает сбой и перестает работать вообще. При такой температуре в школу точно не пускают. На высоте 18 тысяч метров самолеты уже практически не летают, а кровь внутри человеческого тела просто закипит от низкого давления. Прошло примерно 1,5 часа с момента запуска. Внизу видно несколько озер, и если их найти на Google картах, то можно понять расположение зонда в данный момент. Наступила темнота. Можно увидеть разделение неба на день и ночь в буквальном смысле. Дальше света становится слишком мало, и Куки исчезает в темноте. Знаете, мы довольны результатом, и если бы пришлось все это пройти еще раз ради хорошего видео, то мы бы не задумались ни на секунду.